Друзья, снова приветствую вас на канале Разводня как хобби. Проведем небольшой обзор. Как и в предыдущем видео было, будет небольшая интрижка в начале ролика. Кто хочет узнать, кто отнерестился в этот раз на разводне, досмотрите видео до конца. Не забудьте, конечно же, поставить лайк. И всем приятного просмотра. Итак, начинаем мы со второго яруса, в котором находятся разноцветные тернеции. Кстати, вчера была подмена воды у них. Рыбка чувствует себя хорошо. Вчера же был у них разгрузочный день. То есть они ничего не кушали. И сегодня будут принимать пищу. Но это будет позже, как снимем видео. Рядом в соседнем аквариуме у нас немножко другого цвета тернеция. Ну тоже, скажем так, этим рыбкам уже больше года. То есть вот так они себя выглядят и чувствуют себя, прямо сказать, отлично. На втором ярусе небольшая стайка голубого неона. На дне крапчатые сомики. И два самца и самочка анциструса. Даже три самца и самочка анциструса. Давно они уже не нерестились. Хотелось бы увидеть от них икру. Так, в соседнем аквариуме вот такое количество у нас тернеции. Преимущественно здесь красная и розовая. Тоже рыбка чувствует себя хорошо. На третьем ярусе здесь в этом аквариуме гуппи комплект такой небольшой. И анциструсы с тернецией. Так, здесь вот старички. Рыбка чувствует себя хорошо. Вон там пару штучек есть, вижу таких. Что-то у них не совсем все хорошо. Но это такое у рыбок бывает. На третьем ярусе небольшое количество данио осталось. Но мы их все же будем еще пробовать нерестить. Нужно получить от них потомство. Хотя у нас какое-то количество уже есть, подрастает. Сейчас я вам их покажу, этих рыбок. Но рыбка популярная. Яркой окраски. Нужно сделать еще пару заходов на нерест. Вот для съемки отключил фильтрацию. Вот такие рыбки у нас подросли. Кто следит за каналом, 1,5 месяца назад мы их нерестили. Там был групповой нерест. Ссылочку прикреплю в правом верхнем углу. Кто не смотрел, посмотрите. Достаточно большое было количество икры. И вот такие красивые рыбки у нас получились. Нужно их пересаживать в больший объем уже. Ну, здесь им хватает и корма, фильтрация справляется, поэтому пока я их содержу здесь, для того, чтобы как бы лучше было их кормить. Но вы видите, что некоторые рыбки, размер уже у них такой достаточно крупный, 1,5 сантиметра, а некоторые есть еще такие по сантиметру. То есть растут как бы неравномерно. Так, друзья, ну что, идем дальше. Значит, здесь тоже у нас тройка голубых неонов. Меченосец, вот такой один интересный. Тройной какой-то хвост у него такой распушенный. Вот. Да, неону одна уже такая, у него очень толстый живот, она видно закистованная. И анциструсы. Ну и, конечно же, одна тернеция. Самец. Так, дальше идем. Значит, здесь по-прежнему коридорос и штерба. Парочка анциструсов. И компания тернеции. Ну и данио чуть-чуть. Вот такие рыбки здесь находятся. На втором ярусе компания взрослых тернеций. Желтых, оранжевых и розовых.
На дне тоже компания уже подростков анциструсов. Уже видно самцов, самок. Рожки начинают у них подрастать. Ну и немножко данио. Кстати, это те данио, которые не рестились. И я вам показывал перед этим малышей. Это ихние дети, так сказать. Коридорас и Венесуэла Оранж возбудились. Чувствуют приближение ужина. Вот такие движения у них перед тем, как наступит вечерняя трапеза. Ну вот же крапчатые тоже возбудились. Вот смотрите, какой слева самец анциструса внизу. Рога у него такие тоже уже достаточно такие, ну еще не крупные, но уже такие мощные. Вот рыбка тоже скоро будет принимать пищу. Так, не забываем посмотреть на меченосцев, которые у нас здесь в нижнем аквариуме находятся. Все у них тоже хорошо. Чувствуют себя отлично. Ну и кто досмотрел до этого момента, сейчас сделаю вставочку. Посмотрите, кто у нас отнерестился. Итак, друзья, вот смотрите, вечером на разводню зашел рыбок покормить. А вот мои самы вот вытворяют, что там в углу, смотрите. Самка такая толстая, огромная прямо. И самец, он там 2 дня уже чистит это место, ну угол этот, да. И вот они вот вытворяют, вот такие вот у них танцы. Это не всегда заметишь, обычно они там по разным углам сидят, но здесь смотрите, что творят. Самец четко держится за свой угол, а самка там что-то к нему подкрадывается, там, заигрывает к нему. Но самка достаточно толстая. Я думаю, что эти игры приведут к какому-то результату. Видите, как они в этом углу, вот у них, вот это такой любимый у них угол, они когда не рестятся, то они все время выбирают себе этот угол. Возможно, это будет и в этот раз. Ну, за этим нужно, конечно, наблюдать, но мы наблюдать не будем, потому что нет у нас времени. Сейчас мы рыбок просто покормим. А завтра уже посмотрим. Вот смотрите, что самка делает. Смотрите. Она вот как бы там куда-то к самцу там прилипла. Вот растопырила свои. Вот у нее по бокам такие есть усы. Ну, не усы, а колючки такие. Вот она их там растопырила. Смотрите, что они там вытворяют. Ну, а тернеции, как обычно, нам же не дают посмотреть на этот процесс. Ну вот в одном из следующих обзоров я вам покажу, был какой-то результат после этих игр или не было. Но я думаю, что что-то должно быть. Но это мы увидим в дальнейшем. Скорее всего, что это у них такие брачные игры перед нерестом. Вот видите. Хочу вам, кстати, сказать, вот сколько у меня уже разводня лет. Но я вот чисто никогда не видел нереста анцитрусов. Обычно приходишь утром, икра уже есть. Либо в трубке, либо в одном из углов. Возможно, вот это вот эти движения, которые они там делают в углу, возможно, самка каким-то образом, вот, как присуще другим самам, например, крапчатым, как-то там оплодотворяет свою икру, которая у нее находится в животе, а потом, естественно, она ее будет откладывать. Ну все, оставляем этих друзей наедине, пускай занимаются, а на результат посмотрим. Короче говоря, друзья, заходил утром на разводню, икры не было. Вот смотрите, зашел вечером. Вот, пожалуйста, самец счастливый сидит на вот такой горсти икры. Вот я поближе ее приблизил, да. Вот он там сидит, охраняет. Она получается у него как-то там непонятно отложенная. Не кучками, а как-то так она расползлась там по углу, по всему. Но самец активно ее охраняет. Плавниками там
воду обновляет. Короче говоря, все у них получилось. Вот самочка сидит тоже счастливая. Вот еще кусочек икры здесь вот наблюдается. Что-то он отсоединился от общего количества. Вот, ну там десяток, да? Ну, а основная вся вон там в углу. Вот, конечно, интересно, как же они ее откладывают все-таки. Так, вот еще посмотрим на гупиков. И, конечно же, заглянем в дупло к нашему папаше. И что мы там видим? Самка закрывает все, нам ничего... О, там тоже есть кладка икры небольшая. Вон, смотрите какая. Самец все охраняет. То есть не рестятся самы. Великолепно. Вот он там все контролирует. Все там у него на месте. Ну вот одна самочка вот. Смотрите, такая толстая какая-то. Вот та худенькая слева. А это толстая. Возможно, отнерестился он. Та, которая больше желала этого сделать. Хотя там вроде бы как и две кладки икры, вроде бы так посмотреть. Вот здесь тернеция чувствует себя хорошо. А вот в углу, смотрите, опять компания анциструсов отложила икру. И самец, а у него, как вы знаете, здесь две самочки. Вот одна, и вон возле распылителя вторая. Вот он отнерестился, возможно, опять с двумя. Вот такие-то дела.